Конничева. Или я всех приветствую на разборе нового спецэпизода по Леди Баг Суперкод Токио. Звездный отряд, который отличается от всего, что мы видели ранее. И отличается не только визуальной частью. Действительно, эта вспышка невероятно сильно раскрывает новые стороны вселенной Miraculous и уже знакомых нами героев. Поэтому, по традиции, мы разобьем разбор этого спецэпизода на две части. В этом видео мы затронем сам сюжет, нововведение в мир Miraculous и самые интригующие темы. А в следующем видео обязательно разберем все детали и особенности спешла Токио Звездный отряд. Поэтому... Ватаси-таси, васинькини, ханеси, хитио, гару. Благодарю за поддержку выхода этого видео Максима Зеленовского, Майфаю и Наталья Блюз Амур равно Корм Лемур. Ну а мы начинаем полное погружение в японский мир Miraculous Леди Баг. А начинаем его в традиционном французском Париже. И сразу понимаем, что главная звездочка спецэпизода становится Кагами Цуруги. Именно она одной непримечательной ночью врывается воздушным путем к Маринет, забирает и улетает в Токио. Мне нравится ее прямолинейный подход. Однако, зачем? Кагами настойчиво забирает Леди Баг из Парижа, чтобы прилететь в Токио и помочь местным героям. Уже на раннем этапе Маринет становится ясно, что Кагами преследует свои личные мотивы для посещения Токио. Но Маринет, как лучшая подруга, только и рада помочь с ее пока что неизвестными проблемами. И город восходящего солнца принимает гражданок Парижа радушно. Подсели девчонки к таксисту, фанату Парижа, круассанов, аккордеонов и Леди Баг. Дозированный человек. Прибывают они в дом к розоволосой бабушке Кагами и ее бабушке. Видимо, семейка Цуруги уж слишком не любят мужчин. Кагами явно ломает эту систему. Во время милой беседы узнаются первые подробности недосказанности Кагами. Возлюбленный Казума. Бывший молодой приятель Кагами Цуруги, которого она любила, но который не любил ее. Ему по душе была Мики. Да, вы пока что их не знаете. Это возмущало Кагами. Ведь как можно любить такого человека, который жесток к тебе и к остальным? Может, жесток это утрировано, но именно так это выглядело в глазах Кагами, который вот только-только социализируется в обществе. Но оказывается все гораздо сложнее. Мики тоже испытывает теплые чувства к Казуме. Они не встречаются, ведь он так и не признался в своих чувствах Мики. А та считает лучше, чтобы все эти бабочки в животе так и оставались в тени. Но это не связано с тем, что она какая-то злюка. Это лишь последствия образа жизни семьи Мики, которые зародили в ее сердце убеждение, что не нужно привязываться к людям. И в этом прелесть этого спецэпизода. Мы еще ближе знакомимся с Кагами и ее прошлым, окунаясь даже в ее детство, которое было схоже с детством Адриана. Изоляция от внешнего мира, изоляция от школы и ее социума, отсутствие друзей, но это ее не сломало. Сломалась лишь опорочная балка. Для того, чтобы начать ходить в школу, нужно было выполнить одно испытание Томоэ. Предотвратить падение того самого фамильного кольца на землю, с чем отлично справилась Кагами. И именно так в новой школе она и познакомилась с Казумой и компашкой японских героев, доказав им, что уточнение условий правил соревнования – это важная вещь. Сам Казума был просто добр к Кагами, проводил хорошо время вместе с ней. Для нее это было странным. Как это так? Дружить и без условий. Только тогда Кагами впервые ощутила то самое чувство. Чувство любви. Но, к сожалению, не взаимной. Но помимо чувств боли, Кагами сохранила и культуру своей родины – Японии. Меня очень удивило, что Токио и Япония фигурируют в спецэпизоде не просто как антураж. Авторы действительно уважительно подошли к этой культуре и рассказали нам много интересного. Начиная от Токийской башни, которая была вдохновлена Эйфелевой башней, праздником, на который попали наши герои – Хосимацури, традиционный японский праздник, также известный как Танабата. В основе праздника лежит легенда о любви двух звезд – Хикабоси, звезда Альтаир в созвездии Орла, и Орихаме, звезда Вега в созвездии Лиры. Я тут ни при чем. Но самое главное, праздник посвящен звездам, по сути главной силе звездного отряда. Вот такие переплетения. Также Кагами поделилась с Маринет и традиции совместных принятий купальных процедур и нюансы этой традиции. Но хватит болтовни, настало время экшена. Первый механический кайдзю наших героев Леди Баг и Рюка. Ну и в действии новых героев Токио мы также впервые можем увидеть. И смотреть там не особо есть на что. У них дисгармония в команде и минимальная координация. Каждый дерется со злодеем так, как считает нужным. Да еще и оставляет место для соревнований кто кого круче. Эту особенность юной и неопытной команды героев подмечает как наши герои, так и главный злодей. Помимо этого, их радикальный подход к победе над злодеем был опасен для той жертвы, что заточена внутри злого кайдзю. Лишь заметив детали, опытная Леди Баг поняла, что ее супершанс брелка Эйфелевой башни намекал не на то, что нужно вернуться в Париж, а на то, что внутри этого кайдзю тот самый таксист, любитель французской эстетики. Благодаря опытности Леди Баг и внимательности Казумы, токийские герои побеждают злодея и спасают милого таксиста, который встречает в реальной жизни саму Леди Баг. Он очень рад, как мы его понимаем. Ну а что происходит в Токио? Что за звездный отряд и кто такой этот злодей? Имя ему Модельер, и он с другой планеты и желает вернуться обратно. Для этого ему нужны все фрагменты звездной матрицы, то есть все браслеты всего звездного отряда. Однако он работает не один. И я не про его безымянных приспешников. О нет, вы его знаете. Впервые
впервые мы можем лицезреть самого Верховного. Сколько теорий и сколько видео я уже выложил про него. Но сам факт, это тот самый могущественный и очень жестокий злодей из альтернативной вселенной, с героями которой мы познакомились в Спешли Shadowbug и Коготь Нуар. Их сделка проста. Верховный дарует силы модельеру, но взамен тут поможет ему сбежать. И тут главная загадка. Откуда сбежать или куда? Этот вопрос остается без ответа. Однако данную тему мы обязательно затронем в следующем разборе. Давайте накидаем этому видео лайки. Так детальный разбор Спешла не заставит вас долго ждать. Ну а теперь нам нужно познакомиться с самим звездным отрядом. Нюансы их сил мы также разберем в грядущем детальном разборе. А пока что давайте познакомимся с этими милыми лицами. Нет, я не буду перечислять их имена. У меня что, нет личной жизни, чтобы запомнить каждого в лицо? Микки, Казума, Майя, Юлу, Пили, Рио, Цеола, Ника, Вульган, Карелия, Кис, Англия. Теперь всех их запомните. Завтра проверю домашнее задание. Но точно сейчас можно выявить в них одну очень важную характеристику. Они плохи в анонимности и сокрытии своих тайных личностей. Помимо того, что все время в их супергеройском чате была Кагами, которая как бы не должна была знать о их геройских делах, так еще они спокойно при людях открывают маски, и их милые мордочки очень хорошо и четко видны. Поэтому все разговоры о «держи все в тайне, Маринет» звучат странно, но при этом гармонично. Ведь авторы их показывают как молодых и неопытных супергероев, в том числе неопытных и в сокрытии своих тайных личностей. И в своем собственном сериале им придется как раз таки расти и возрастать в этом. Но рост как персонажа был показан и в этом эпизоде. И да, я про Кагами. Оказывается, у Кагами более глубокий конфликт, чем мы предполагали. Мы прошли с ней уже долгий путь, начиная со второго сезона Леди Баг. Но только сейчас в этом спецэпизоде мы узнаем о глубокой боли, что до сих пор терзает Кагами, которой она не решается поделиться даже с Маринет. Поэтому это воплощает очередной свой гениальный план. Художественно стырив телефон Кагами, назначает встречу звездному отряду. Все в шоке, что их тайные личности знает Кагами, но у них плохо с сокрытием своих тайных личностей. Мы это уже поняли. Микки понимает, что это сообщение написала Маринет, но все-таки они вместе едут к Казуме, чтобы лично его пригласить на их тусовку. Но он отказывается. Слишком сложно у него отношения с Кагами. Ну, как всегда, все эти сложные любовные перипетии прерывают очередные новые злодеи. На этот раз Кэдзю намного больше. И герой с Кагами проявляет себя с очень интересной стороны. Они сражаются со злодеями на равных даже без суперсил. Однако Кагами заставляет врасплох, и ей ничего не остается, как перевоплотиться в Рюку на глазах у всех. Ну и как же без новых японских крутых 2D-шных перевоплощений? Но крутизны подвез для нашей героини Леди Баг и ее супершанс, подарив спортивный мотоцикл. Не забывайте, что у него где-то еще Ламборгини валяется. Но настало время конфликта перед третьим актом. Точнее, его решение. Из-за появления в одном поле Казумы и Рюка, Микки была схвачена, что в очередной раз подталкивает Казума на мысли, что он проблема команды и слабое звено. Но это не из-за его самобичевания. Конфликт с Кагами — это главная проблема, терзающая Казуму. На протяжении всего спешла создавалось впечатление, что Казума стал виновником разрушения отношений с Кагами, что он оставил рану в сердце девочки. Но все оказалось в точности наоборот. Как только Кагами узнала, что уезжает в Париж, она не нашла никаких доброжелательных слов и разрушила их отношения на очень грустной нотке, грубо разорвав отношения с тем, кого любила. И именно из-за этого Кагами прилетела в Токио. Она чувствует вину, но не знала, как можно исправить эту ошибку. Многовероятно, она просто хотела каким-то образом передать Казуме то письмо с раскаянием, но события позволили им встретиться лицом к лицу и решить все разногласия лично в очень эмоциональной и трогательной сцене. Эти положительные события позволяют всему звездному отряду объединить свои силы и ультануть с супершансом по-японски, призвав не какую-то пушку, а целого егеря. И даже супершанс по-французски не отстает. Леди Баг обзаводится своим собственным егерем, который упал. И таким образом Леди Баг с Рюка и команда Звездный отряд побеждают морских чудищ, а чудесный Звездный отряд восстанавливает весь урон, нанесенными альтернативно аккуматизированными злодеями. И таким образом все заканчивается традиционным японским праздником Хоси Мацури и возвращением в 3D графику, милыми любовными сообщениями и новым обликом Кагами, который мы наблюдаем в 6-м сезоне. Что говорит нам о том, что события Спешла Токио происходят до старта 6-го сезона и что все хорошо закончилось. И что можно сказать об этом интересном путешествии нашего дуэта Леди Баг и Рюки в Токио? Спешл очень классно раскрыл Японию как через традиционную 2D-шную анимацию прямиком из старых легендарных аниме-проектов, так и нарративно раскрыл особенности этой культуры через интересные факты и детали. Этого очень сильно не хватало в прошлых спецэпизодах за пределами Парижа. Не просто антураж, а именно полное погружение в другую культуру. Сюжет в большей части концентрируется на Кагами и ее мучащих ошибках прошлого. И это классно. В очередной раз Кагами еще лучше раскрылась для нас как персонаж. И в целом ее сюжетная линия, во-первых, гармонично переплетается со всей
ее личной историей, а во-вторых, понятно и даже трогательно. Иногда красота в таких простых человеческих конфликтах, которые могут быть знакомыми многими из нас. Ну и конечно же, отдельно нельзя не выделить саму традиционную аниме-рисовку. Я очень мало смотрел аниме-проектов за свою жизнь, поэтому мое мнение не предвзято, и я опираюсь именно на опыт, полученный при просмотре. Идея создать погружение в 2D мир, как только мы появляемся в Токио, очень классная. Как я и сказал ранее, это отлично погружает в культуру Японии даже просто на визуальном уровне. Да и интересно было наконец-то увидеть Леди Баг в этой стилистике. Ведь как многие знают, Леди Баг изначально планировалась как аниме-сериал, поэтому с возвращением к истоками исток. Я выскажу непопулярное мнение, но аниме-стилистика для Леди Баг очень даже подходит. Гиперболизированные эмоции, экшн-сцены очень классно смотрятся в мире Miraculous. Но я вряд ли бы хотел его видеть в рамках истории Парижа, поэтому лайк авторам за правильный подход. Но конечно же нельзя было не заметить отсутствие суперкота в этой истории. Абсолютно, это обусловлено сюжетом. И сюжет грамотно объясняет, почему суперкот был лишним в токийском спешле. Ведь его место в новой истории, которая вновь погрузит нас в Нью-Йорк.